Привет, девушки! Добрый вечер! Рада выйти с вами на связь. Во-первых, конечно, хочется вам сразу встречное. Как ваши дела? Как вы себя чувствуете в разных частях света? Наши дела и процессы, с которыми мы сейчас связаны, которыми мы занимаемся, в основном проходят через работу с временными линиями и через в результате оживления того, с чем имеешь дело. По сути, процесс происходит таким образом, что мы взаимодействуем через себя, через свои состояния, с подсказками событийными, ощущенческими, с разными ветками реальности. Они сейчас все сгруппированы как в единое пространство, и по ним идет беспрерывное смещение. Как только проживается, исцеляется по всем типам, и через тени, через плотные структуры, через исцеление сердца, через исцеление опыта, эгрегориальных структур, в общем, в целом. Исцеление происходит практически мгновенно, и смещение по временным веткам происходит также. То есть событийно можно обнаружить себя в каждом дне в разных временных ветках. Тех, в которых, например, нет памяти о том, как что-то было в жизни, о каких-то воспоминаниях, которые были частью одной ветки, которую проживал четко, а в другой ветке ее не существует, этого воспоминания. Или там перемещаются вещи, связи, люди, отношения, все что угодно. И естественным образом самое яркое – это смена ощущений, памяти, восприятия, самовосприятия и знания. Это смещение в результате оно ведет к оживлению. Что интересно, сейчас задействованы очень физические и материальные пласты, в том числе эмоции. Я, например, как человек, который себя знает, который не был всю жизнь эмоциональным, обнаруживаю целые пласты эмоциональности, которые мне не были свойственны. Но они мне были свойственны на других ветках реальности, и сейчас они тоже активируются в процессе исцеления и смещения по временным веткам. По поводу оживления, для тех из вас, кто... У нас есть такие в чате про, существа, которые живут в пространствах и перемещаются непростых. Например, наша командировка была в Россию, в Москву. Мы там провели несколько месяцев. И это пространство, по тому, как мы въехали вообще в Россию, особенно в Москву, оно было умирающим, угасающим по большинству временных веток. И процесс исцеления внутренний затрагивал процесс исцеления внешней реальности, его оживления, наполнения, исцеления, освобождения пространства. Посмотрим, как это развернется в России и в Москве, в физической реальности, и как быстро. Но если вы пребываете или перемещаетесь через такие пространства, вы наверняка интуитивно имеете с этим дело. И со смещением, и с оживлением пространства, и так далее. Основные сейчас состояния, которые подлежат исцелению, рабочие состояния, это состояние полной бессмысленности, доходящие до
вообще незачем жить. При некоторой эмоциональности, доходящей до того, что хочется сдохнуть. Вот так это и формулируется. Они доходят до некоторого предела, как бы высвобождаются на уровне гормональной системы, на уровне физики, на уровне физического тела, как работает тело, и на уровне физической реальности. Поэтому задействуются эмоции и есть такие выбросы. Но одновременно включаются и состояния блаженства и благодати, которые вызывают такой же эмоциональный отклик, очень яркий. Когда ощущение блаженства – это такое же яркое переживание, как и полная бессмысленность, как такая искра. Эти состояния полной бессмысленности жизни, особенно если в вашей жизни происходят какие-то события, которые эти состояния активизируют, как в нашей жизни это смерть близких людей, которые это состояние выводят до полного осознания, до полного присутствия. Они соответствующим образом и чувствуются, и проживаются. Они проживаются во времени растянуто, как бы долго. Днями они как сменяют свой окрас, в итоге доходят до некоторого полного опустошения и безразличия, а потом начинается сдвиг в сторону вот этих искрящегося ощущения блаженства, благодати, удовлетворения, благодарности и так далее. Если вы находитесь на какой-то из стадий или в целом вам это знакомо, или в каком-то другом состоянии похожем, можно использовать состояние наполнения своего физического тела, всех клеток, лимфатической системы, всего ДНК, гормональной системы своими энергиями абсолютными и индивидуальными энергиями. Можно, я не помню, как мы эту практику, куда мы ее выкладывали, но у нас где-то есть через дыхание энергия абсолютом с миром. Ну, то есть так или иначе вы можете это осуществлять своим каким-то способом интуитивным. Это очень сильно помогает гармонизировать и балансировать систему, поскольку задействованы уже вот такие физические проявления и задержки в этих физических проявлениях, и эмоциональных, и восприятия, и тела, и там, чувствование себя в теле, функционирование тела и так далее. Если есть какие-то там дисбалансы по организму, оно выявляется очень быстро, практически без какой-то задержки. Таким образом можно свою систему балансировать. Вот. Мы с вами на связи. Если вам хочется поделиться, обменяться или есть какой-то отклик на видео, мы на связи в чате Pro. Обнимаю вас крепко.